Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию я предлагаю альбом Томаса Руффа «Интерьеры». Томас Руфф – немецкий фотограф 1958 года рождения, живущий и работающий в Дюссельдорфе. Руфф – выпускник Дюссельдорфской академии художеств, где учился под руководством профессора Бернда Бехера, который вместе с супругой Хиллой Бехер считается родоначальником типологического подхода в современной фотографии. Бехеры известны сериями фотографий индустриальных объектов. Сегодня имя Томаса Руффа ставят в один ряд с такими именами, как Андреас Гурски и Томас Штрут. В подростковом возрасте Руфф представлял себя путешественником, снимающим ландшафтную фотографию. В одном из своих интервью он говорит, что до поступления в Дюссельдорфскую академию художеств он не знал ничего о современном искусстве фотографии, хотя имитировал стиль National Geographic и других популярных фотожурналов. Позднее он послал 20 своих самых красивых работ в академию, и профессор Бехер принял его к себе на обучение. Профессора Бехера он тоже еще не знал, и вначале был очень расстроен, когда увидел, что профессор является автором, по словам Руффа, скучнейшей индустриальной фотографии. Уже в течение первого года обучения он осознал, что был неправ. Позднее он спросил профессора, почему тот принял его в академию, хотя первые работы Руффа были противоположны тому, что делал Бехер. Бехер ответил, что нашел работу Руффа с цветом интересной. Теперь о самом альбоме. Размеры альбома 25 см по вертикали и 19 см по горизонтали. Твердая обложка снаружи и плотная мелованная бумага внутри. Качество печати великолепное. Отдельным вкладышем идет предисловие, переведенное с немецкого на английский язык. Его вы увидите в конце видео. Альбом содержит одну из самых ранних серий Руффа, снятых еще в период обучения в академии. Но уже здесь чувствуется школа Бехера. Перед нами типологическое документирование интерьеров домов жителей послевоенной Западной Германии. Руфф составляет своеобразную опись предметов быта, используя в качестве материала собственные апартаменты в Дюссельдорфе, интерьеры домов родителей, родственников и друзей. В глаза бросается строгое кадрирование, единая точка съемки, съемка, вероятно, велась со штатива. Предметы зачастую изолированы от остальной обстановки комнаты, но тем не менее точно передают ее атмосферу. Руфф не занимался постановкой и не использовал дополнительный свет. Обстановка зафиксирована такой, какой ее нашел фотограф. Изначально Руфф начинал снимать серию как черно-белую, но вскоре решил, что результат получается слишком искусственным, и перешел на цветную фотографию. Человеческий глаз видит в цвете, говорит автор. Интересно, что в 80-е годы многие родственники и друзья Руффа изменили мебелировку своих интерьеров. Именно тогда Руфф прекратил свой проект, сочтя новые интерьеры неинтересными для документации. Спасибо за внимание.